В жизни султана Сулеймана Великолепного было несколько знаковых женщин, отношения с которыми повлияли на его судьбу и на дальнейшее развитие Османской империи. Одной из таких женщин была Махидевран. Она родилась примерно в 1500 году и имела по различным данным албанское, черногорское или черкесское происхождение. Но в последнее время историки все больше склоняются к версии, что Махидевран принадлежала к знатному княжескому беслинеевскому роду Кануковых и была сестрой князя Маашука Канукова. Интересный тот факт, что князь Маашук Кануков состоял на службе у царя Ивана Грозного и при крещении получил имя Иван. Также доказано, что у нее было две сестры – Акиле и Белкис. В различных гаремных документах ее отцом значатся Абдурахман или Абдулла. Махидевран входила в число 17 наложниц Сулеймана во время пребывания его на посту Санджакбея Манисы. Как именно она попала в гарем, неизвестно. Возможно, была преподнесена в качестве подарка юному Шахзаде от семейства Кануковых по политическим причинам, а может, была просто захвачена в плен при очередном набеге турков. В Манисе Махидевран не была главной фавориткой султана и получала низкую зарплату 4 акче в день. Рождение сына Мустафы повысило ее статус, но все же главнее были две наложницы – Фюлане, мать старшего наследника Махмуда, и Гюльфем, мать второго наследника Мурада. В 1520 году Сулейман стал султаном и вместе с семьей перебрался в Стамбул. Через год от оспы скончались двое старших сыновей Сулеймана – Махмуд и Мурад. Смерть сыновей султана сделала Махидевран матерью единственного наследника престола и, согласно традиции, принесла ей титул главной жены Паш-Кадын, которая была второй женщиной в гареме после Валиде Султан. Махидевран считалась одной из красивейших женщин гарема, утонченной и изящной. Ее жизнь была безоблачной, пока на ее пути не появилась влиятельная соперница Хюррем, которой суждено было занять место главной женщины в сердце Сулеймана Великолепного. Хюррем сумела за короткий срок подарить султану 4 сыновей и 1 дочь. Махидевран лишилась положения матери единственного наследника престола. Некоторые архивные источники дают информацию, что у Махидевран была еще дочь Разие, но историкам еще предстоит доказать правдивость этих источников. Чем больше сыновей рожала Хюррем, тем больше влияния она оказывала на султана. Мать Сулеймана Хавса Султан пыталась подавить соперничество между двумя наложницами сына, однако успеха не добилась. Согласно донесениям венецианского посла Бернардо Наваджеро за 1533 год, борьба между женщинами вылилась в драку, в которой Хюррем оказалась пострадавшей стороной. Результатом драки стало отдаление Махидевран от султана, и единственной ее радостью стал сын Мустафа. Согласно османской традиции, все шахзаде должны были проходить обучение управлению страной, занимая пост губернатора в одной из провинций, а в обязанности матери наследника входило сопровождение сына и управление его гаремом. Мустафа отбыл Манису вместе с матерью в 1533 году после торжественной церемонии. Один из венецианских дипломатов так описывал двор шахзаде и роль при дворе его матери. Этот изумительный и блестящий двор был не меньше, чем двор его отца, и мать его, которая была с ним, наставляла, как добиться любви народа. В 1541 году из-за переговоров шахзаде Мустафы с австрийским послом Сулейман отдалил от себя сына и перевел его на пост губернатора Амасии, посадив в Манисе старшего сына Хюррем шахзаде Мехмеда. Через 3 года шахзаде Мехмед умирает, и Махидевран рассчитывала, что султан вернет Мустафу в Манису. Однако султан отправил туда другого сына Хюррем, шахзаде Селима. Еще один сын Хюррем, шахзаде Баязид, был отправлен к Кютахью. По законам тех времен султаном становился не старший сын, а самый влиятельный среди них. Амасия находилась дальше от столицы, чем Маниса и Кютахья, и шансы Мустафы занять трон в случае смерти отца были меньше, чем у братьев. В ситуации, когда из 3 претендентов на престол 2 были сыновьями Хюррем Султан, жизни Мустафы угрожала опасность.
Итальянский дипломат Андреа Наваджера писал: «Мать Мустафы прикладывает много усилий, чтобы избежать отравления ее сына, и он имеет безграничное уважение и благоговение перед ней». Слухи того времени гласили, что к концу правления Сулеймана I борьба за трон между его сыновьями стала очевидной. Кроме того, Хюррем и ее зять великий визирь Рустем-паша настраивали султана против Мустафы, обвиняя его в заговоре против султана и организации беспорядков с целью государственного переворота. В 1553 году в ходе войны против персов Мустафа был казнен по обвинению в государственной измене, а несколько дней спустя был также казнен 7-летний сын Мустафы Мехмед. До самого конца жизни сына Махидевран старалась оградить его от политических врагов и, скорее всего, организовала и поддерживала обширную сеть информаторов для этой цели. Посол Тревизиан написал, что в день казни сына Махидевран послала Мустафе записку с предупреждением, что отец хочет его убить, но Мустафа проигнорировал предостережение матери. Несколько лет после казни сына и внука жизнь Махидевран была весьма трудной. Вместе с вдовой сына она была выслана в Бурсу, где был похоронен Мустафа. Будучи матерью опального Шехзаде, Махидевран была лишена всех выплат и вынуждена была продать все, что имело какую-либо материальную ценность, чтобы обеспечить себя и невестку жильем. Ситуация изменилась только после смерти Сулеймана, когда на трон сошел его сын Селим. Селим выплатил все долги Махидевран, приобрел для нее в Бурсе дом и назначил вдовью пенсию. Имея стабильный и достаточный доход, Махидевран смогла организовать фонд для поддержания мавзолея сына. Махидевран скончалась 3 февраля 1581 года, пережив Сулеймана, Хюррем и всех их детей. Ее похоронили в Бурсе в комплексе Мурадие в мавзолее ее сына Шехзаде Мустафы. В том же комплексе похоронены и две ее сестры Акиле и Белкис. Такой трагической была судьба одной из самых красивых женщин Османской империи. Женщины, которая отчаянно боролась за жизнь и благополучие единственного любимого сына, но так и не сумела его спасти.